Добрый день, дорогие друзья! В сегодняшнем обзоре разберем компанию Electronic Arts. Это будет третья часть по разбору компаний из индустрии компьютерных игр. Поговорим о деятельности данной компании, сравним с конкурентами, рассмотрим динамику роста финансовых показателей, познакомимся с прогнозами, оценим перспективы и выберем лидера данной индустрии. Друзья, кто не подписался еще на мой канал, прошу подписаться. Это поддержит развитие моего канала. Также поставьте лайк этому видео и напишите комментарий, какой обзор компании вы хотели бы видеть в моих следующих обзорах. Теперь давайте перейдем непосредственно к обзору компании. Electronic Arts – это мировой лидер в области цифровых интерактивных развлечений. Она была основана в 1982 году. Компания разрабатывает и продает игры, контент и услуги, в которые можно играть и смотреть на игровых консолях, ПК, мобильных телефонах и планшетах. Бизнес компании – это совокупность интеллектуальной собственности, на основе которой она создает инновационные игры и контент, который позволяет ей строить постоянные и конструктивные отношения с сообществом игроков, создателей и зрителей. В портфолио компании есть бренды, которые либо полностью принадлежат ей, например Battlefield, Sims, Apex Legends, Need for Speed, либо лицензированы у других, таких как FIFA, NFL, UFC, NHL и Star Wars. Из описания видно, что компания работает в индустрии компьютерных игр. Это сфера развлечения, и она не относится к защитной отрасли. Теперь давайте перейдем к рассмотрению финансовой отчетности и сравним ее с конкурентами. Если сравнивать компанию Electronic Arts с конкурентами, то можно выделить двух основных игроков. Это компания Activision Blizzard и Take-Two. Обзоры на эти компании уже были на моем канале. Вы можете посмотреть их, перейдя по ссылке в описании к этому видео. Все активы американские, они торгуются на бирже NASDAQ и они доступны для покупки российским инвесторам и трейдерам. Наибольшую капитализацию имеет компания Activision Blizzard в размере 70 миллиардов долларов. На втором месте компания Electronic Arts с капитализацией 40 миллиардов долларов. По стоимостному показателю P на E, который означает срок окупаемости акций компании и ее прибылью, он равен 34. Это среднее значение, если сравнивать с конкурентами. Значение высокое, в своих обзорах я даю предпочтение компаниям ниже 20. Форвардное значение P на E равно 22, то есть ожидается увеличение прибыли примерно 50%, если стоимость акции будет неизменной в течение 12 месяцев. Но это лишь прогнозный показатель, которому не стоит уделять большое внимание. Касаемо параметра PEG, оценки стоимости акций компании на основе ее будущих финансовых потоков, в настоящее время она переоценена, ее показатель больше единиц. По мультипликатору P на S это покрываемость капитализации выручкой, он равен 7, то есть за 7 лет капитализация компании окупится выручкой, это среднее значение среди конкурентов. По показателю P на B отношение цены акций к ее балансовой стоимости он равен 5, что является также средним значением. Этот параметр у всех вышеупомянутых компаний данной индустрии выше допустимого значения. По показателю цены к свободному денежному потоку он равен 21, это также среднее значение, и оно находится на хорошем уровне. Чем меньше данное значение, тем больше у компании остается денежных средств для обратного выкупа акций, выплату дивидендов, развития и так далее. Касаемо дивидендной доходности, она составляет 0,49% и рассчитывать на приличную дивидендную доходность более 2% в ближайшей перспективе не стоит. К тому же компания только в прошлом году начала платить дивиденды. По рентабельности активов, собственного капитала и инвестиций вопросов не возникает, они находятся на высоких значениях. У компании присутствует долговая нагрузка, и она составляет 5% к собственному капиталу. Это несущественная нагрузка для нее. Теперь давайте сравним компании по ростовому потенциалу за прошлый отрезок времени. Если рассматривать ростовой потенциал компании в период с 2016 года по настоящее время, то наилучший рост в котировках показала компания Take-Two. За 5 лет ее доходность составила 390%. На втором месте Activision Blizzard с доходностью 148%. И на третьем месте компания Electronic Arts с доходностью 109%. Что касается доходности за 2021 год, то здесь картина складывается не в пользу компании Take-Two. Она больше всех скорректировалась на 15%. Компания Electronic Arts и Activision Blizzard идут на равных, и они скорректировались плюс-минус на 1%. Давайте теперь посмотрим, как компания Electronic Arts чувствует себя в конкуренции с индексом S&P 500. Если бы мы вложили в акции компании Electronic Arts в 2010 году и продержали бы ее до настоящего времени, то возвратный капитал был бы равен 660%.
в то время как индекс вырос на 356%. То есть компания выросла быстрее индекса в 2 раза. По параметру P на E она, конечно, перекуплена, но не сильно больше индекса. Значение индекса равно 27,6, у компании 34. По показателю P на B, P на S и Price to Free Cash Flow они также выше индекса. В целом ее конкуренты имеют схожие значения мультипликаторов. Теперь давайте посмотрим на динамическое изменение этих мультипликаторов. По показателю P на E динамика за последние 10 лет имеет восходящий тренд. Среднее значение за 9 лет равно 27, в настоящий момент PE равен 34, что больше среднего значения на 25%. По параметру P на B наблюдается боковое движение. В настоящий момент показатель больше среднего значения на 4%. По мультипликатору P на S исторически за последние 10 лет он растет. В настоящее время этот показатель выше среднего значения на 57%. По параметру цены к свободному денежному потоку исторически он снижается. Теперь давайте перейдем к оценке динамики роста финансовых показателей. Выручка у компании растет. За последние 3 года ежегодный рост составил 3,5%. Чистая прибыль растет. Ежегодный прирост в среднем за последние 3 года составил 6,8%. Свободный денежный поток растет. Средний рост за 3 года составил 15,2%. Прибыль на акцию растет. Средний рост за 3 года составил 9,8%. Компания выкупает свои акции. За 3 года в общей сложности она выкупила 22 миллиона своих акций. Чистая маржинальность за последние 3 года находится на одном уровне, в пределах 20%. Рентабельность активов, собственного капитала и инвестиций за последние 3 года снизились, но в настоящее время эти показатели по-прежнему находятся на достаточно высоком уровне. Активов у компании больше, чем обязательств, на 7461 миллионов долларов. Акционерный капитал динамически растет. За последние 3 года средний рост составил 22,5%. Долговая нагрузка у компании снижается. За последние 3 года она ежегодно снижалась на 40%. Теперь давайте ознакомимся с программой обратного выкупа акций. Как было упомянуто ранее, компания выкупает свои акции. В мае 2018 года Советом директоров была санкционирована программа обратного выкупа акций на сумму 2,4 миллиарда долларов. Эта программа была закончена в апреле 2020 года. Как видно по таблице, остаток, который пришелся на 2020 год по этой программе, составил 78 миллионов долларов. Далее, в ноябре Советом директоров была санкционирована новая программа обратного выкупа на сумму 2,6 миллиарда долларов. В течение 2020 года по этой программе было выкуплено акции на сумму 248 миллионов долларов. Остаток по этой программе составил чуть более 2,3 миллиардов долларов. Срок окончания данной программы запланирован на ноябрь 2020 года. Компания активно покупает свои акции, что безусловно подстегивает цену акции к ее росту. Помимо обратного выкупа, компания активно расширяет свой бизнес. Давайте ознакомимся с последними приобретениями. 18 февраля 2021 года компания объявила о завершении приобретений компании Codemasters за 1,2 миллиарда долларов. Объединение двух компаний обеспечит дальнейший рост и постоянный успех популярных гоночных брендов во всем мире, таких как Формула-1, Need for Speed, Dirty Rally и так далее. Союз откроет значительные возможности для роста франшиз Codemasters благодаря доступу к сети Electronic Arts. 29 апреля 2021 года компания завершила приобретение Glu Mobile за 2,1 миллиарда долларов. Сочетание с Glu Mobile увеличит мобильный бизнес компании Electronic Arts и позволит охватить еще более широкую аудиторию в новых регионах и на новых рынках. Новости очень позитивные. Приобретение новых компаний позволит Electronic Arts расширить свой существующий бизнес и выйти на новые рынки. Теперь давайте ознакомимся с мнениями аналитиков и прогнозами на будущий период. 11 аналитиков сделали свои прогнозы в отношении компании. 10 аналитиков высказались за покупку, 1 за удержание и 0 за продажу. Наименьшая оценка $153, наибольшая $177. Средняя цена $166, что выше текущей цены на 18%. По прогнозам на будущий период ожидается увеличение выручки в 2022 году на 10%, в 2023 году на 16%. Увеличение прибыли на акцию в 2022 и 2023 годах на 30%. Прогнозы очень позитивные. С учетом перспектив компании я скорее соглашусь с мнениями аналитиков, считая, что компания имеет потенциал к увеличению цены акции.
Недавние приобретения бизнесов позволят компании увеличить денежные потоки в перспективе. Также компания планирует обратный выкуп своих акций, то есть от текущих отметок у компании есть потенциал к росту. По инсайдерской информации, сделок на покупку не зафиксировано. Имеются продажи акций работниками компании, которые продают свои акции ежемесячно, вне зависимости от их стоимости. Теперь, друзья, давайте посмотрим на график цены акций, а затем подведем итоги. Движение акций находится в восходящем тренде. Я изобразил фигуру в виде треугольника, нижняя линия – это уровень поддержки. Компания в настоящий момент не может преодолеть уровень сопротивления в районе $147,5. На графике я обозначил две зеленые линии, это прогнозный уровень стоимости на 2021 год. С мнениями аналитиков, что компания может подрасти до уровней от 153 до $166, я согласен. 11 мая у компании запланирован отчет за первый квартал. Если отчет будет позитивный, то есть вероятность, что компания преодолеет уровень сопротивления в $147,5. И для нее откроются хорошие возможности для роста. Считаю, что в настоящий момент она находится в недооценке своей справедливой стоимости. Компания мне нравится, понятный бизнес, растущие денежные потоки, компания выкупает свои акции, то есть она уверена в своем бизнесе. Положительный прогноз от аналитиков и самой компании на будущий период. Данную компанию я также добавил в свой портфель по текущим отметкам в небольшом объеме, так как уже ранее был приобретен ее конкурент Activision Blizzard. Это ни в коем случае не рекомендация к приобретению. Теперь давайте подведем итоги всего вышесказанного. Касательно оценки базовых мультипликаторов, компания несколько дорогая, но стоит учитывать специфику индустрии. Она платит дивиденды, имеет ростовой потенциал, исторически растет быстрее индекса. Прогноз на будущий период позитивный. Рост прибыли на акцию будет составлять порядка 30% на 2022-2023 года. Аналитики склоняются к покупке данной акции и прогнозируют рост на 18% от текущих уровней в ближайший год. Компания планирует обратный выкуп, что спровоцирует рост ее котировок. По фундаментальной устойчивости компания стабильная. Исходя из всего вышесказанного, я поставлю компании 4,5 звезды. Компания выглядит более привлекательно, чем ее конкуренты Take-Two и Activision Blizzard. Мне она импонирует тем, что она расширяет свой бизнес, приобретая конкурентов и захватывает новые рынки, активно покупает свои акции, практически не имеет долговой нагрузки, растет акционерный капитал, рентабельность бизнеса находится на высоком уровне. Высокие перспективы на будущий период. Разобрав данную индустрию и сравнив три компании между собой, первое место я бы отдал компании Electronic Arts, на второе место поставил бы Activision Blizzard и на третьем месте компанию Take-Two. Мнение, конечно же, субъективное. Друзья, на этом я буду заканчивать данный ролик. Если вам понравился обзор данной компании, поставьте лайк и напишите комментарий. А также не забудьте подписаться на мой канал. Всего доброго, друзья, удачи в инвестициях и до скорых встреч!